Написали мне вот такой длиннющий комментарий, дам ссылку, про то, почему у нас не будет рентгеновских литографов. Вы дневники Теслы читали? Даже Тесла, уж насколько мечтатель, не верил, что Ленин сможет провести электрификацию всей страны. И про Крымский мост все писали, что это невозможное, неосуществимое инженерное чудо. Что уж говорить о Николе Тесла, который вообще такую херню понавыдумывал. Какие-то марсиане, какие-то космические лучи. Какая-то передача электроэнергии по воздуху или через Землю. Пока не появился российский ученый Стрибков и его команда, и не получил 100 патентов, потому что продолжил дело Николы Тесла. Вот об этом всем сейчас сегодняшний выпуск. Про Ленина и электрификацию. Дело в том, что Никола Тесла всю дорогу очень хотел работать в СССР. К сожалению, его так и не пригласили. А так ехать самому стрёмно, наверное, да, посадят в ГУЛАГ как шпиона. Кстати, ребят, я вам очень рекомендую его почитать. Я вам дам ссылку на PDF в свободном доступе все, потому что это вот идеальная иллюстрация из первых уст того, как живут ученые у нас в России или там в бывшем СССР и у них на Западе, потому что Никола Тесла пережил жутчайшую судьбу. Его кинул в самом начале карьеры сам Эдисон. Эдисон обещал $50 тысяч тому, кто оптимизирует его генераторы постоянного тока. Его машины постоянно ломались. В итоге Тесла работал по 20 часов в сутки, предложил 24 варианта улучшенных генераторов. Когда пришел за наградой, Эдисон рассмеялся, что типа ты просто не понимаешь наш американский юмор. Я, кстати, это еще списываю на то, что Тесла же был славянин, вот это вот их отношение к нам. 50 тысяч по тем временам, это как сейчас $1,5 миллиона. То есть Тесла в юности, по-моему, был игроком заядлым, проиграл все состояние родительское и всю жизнь пытался накопить денег, чтобы купить матери дом, восполнить нанесенный ущерб. И так никогда и не смог. То есть он уволился от Эдисона. Ирония судьбы состояла в том, что он жил вообще как бомж, вот в ночлежках каких-то. Он же эмигрировал из Европы. И в итоге, чтобы хоть прокормиться, копал траншеи для проводов этого самого проклятого Эдисона. Вы представляете? И всю жизнь фактически он был в нищете, его не признавали. То есть у него был свой взлет, но потом опять провал. Так вот, он множество раз, оказывается, отсылал в СССР свои наработки, свои чертежи, но дальше этого ничего никуда не шло. В какой-то момент времени, то есть, ребят, дневники написаны им 80 лет, то есть человек жизнь прожил уже, да, и он в какой-то момент времени даже думал, что, наверное, руководство СССР обиделось на его скепсис по поводу электрификации. Я думаю, конечно, дело вообще не в этом. Цитата. Тогда действительно казалось невозможным, что в разрушенной войнами стране за 10 лет будут построены 30 мощных гидроэлектростанций. Позже я признал, что ошибался, и просил Сквирского передать лично Сталину мое письмо с извинениями. Он взял письмо и уверил меня, что все в порядке. План был настолько фантастическим, что даже Герберт Уэллс в него не поверил, пошутил Сквирский. Сейчас, конечно, на Западе про дневники Теслы все говорят: ой, это фейк, это все придумано, литературный вымысел. Однако, этот факт отражен в переписке Николы Теслы с Уильямом Уотерспуном, секретарем Калифорнийского общества круглого стола, которое одним из первых в Соединенных Штатах вступило в контакт с советским правительством. Дипломатических отношений тогда уже не было. И дальше, вот что конкретно Герберт Уэллс написал. Писатель-фантаст Герберт Уэллс посетил Советскую Россию в 1920 году и встречался с Лениным. Свои впечатления от этой поездки Уэллс отразил в книге «Россия во мгле». Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех утопистов, в конце концов сам впал в утопию электрификации. Он делает все от него зависящее, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы 2 района. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной, равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии,
Они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего. Но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные. Он видит, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как поднимается обновленная, счастливая, индустриализованная коммунистическая держава. И во время разговора со мной ему почти удалось убедить меня в реальности своего предвидения. Ой, я не могу до слез. А мы все воспринимаем как должное, понимаете? Еще и жалуемся тут сидим. Боже мой, где бы мы сейчас были? По Крымскому мосту то же самое все было, да? Это невозможно. Вы никогда этого не построите. Там сколько было передач на украинском телевидении об утопии этого всего. Многие эксперты, включая украинского инженера Георгия Росновского, утверждали, что это невозможно, потому что в Керченском проливе илистое дно. Толщина этого илистого дна составляла в некоторых местах 90 метров. Во-вторых, оказывается, Керченский пролив находится в зоне сейсмической активности, то есть там землетрясение до 9 баллов. Третье, ледовая угроза. Понятия не имела, что там ледоход. В 1944 году уже, оказывается, пытались поставить временный мост, и он был тут же снесен ледоходом. Ну и, естественно, то, что сейчас совершенно не позволит нам сделать свои литографы, это технологическое эмбарго. Естественно, конечно же, без западных технологий и всяких европейских и японских специалистов Россиюшка никогда в жизни такое не поднимет. На самом деле проект был закончен в рекордные сроки. Чтобы решить проблему илистого дна, были использованы 7000 свай, которые еще и под углами заходили в землю на глубину 90-105 метров. От землетрясений были установлены сейсмические амортизаторы. Между опорами и самим полотном дороги установили шоковые переключатели, гидравлические демпферы. Как это работает? При обычном движении машин они позволяют конструкциям плавно расширяться и сужаться от температуры. Но при резком ударе, при землетрясении, они мгновенно блокируются и распределяют энергию по всей конструкции. Мост играет, не разрушаясь. Защита от ледяного тарана. Вокруг опор установили специальные палы. Мощные защитные конструкции из стали и бетона. Когда идет лед из Азовского моря, он натыкается на эти разрезатели. Ну, это типа волнорезов, наверное. В итоге лед разбивается еще до того, как до опор моста дойдет. В итоге, друзья мои, получилась конструкция, которая рассчитана на 100 лет. Ну, наконец-то мы добрались еще и до самого Теслы, его электричества. Многие, наверное, знают, что он считал, что электричество вообще доступно бесплатно для человечества. То есть мы можем брать его из эфира. Кроме того, мы можем использовать Землю как огромный резонатор. И имеется в виду, что сам земной шар будет использован как резонирующая машина. И дальше для меня самой это шок-контент. Я понятия не имела, что, оказывается, в этом смысле есть подвижки. Ну, во-первых, питать электричеством лампочки без проводов с помощью резонанса. В принципе, мы это уже и так делаем. То есть это уже существующие беспроводные зарядки телефонов, а также сейчас уже разрабатывают и стоянки автомобильные, и парковки для электробусов, где установлены такие штуки, в общем, без втыкания каких-либо проводов, машины или электробус заряжаются. Второе. Тесла утверждал, что между поверхностью Земли и ионосферой существуют стоячие электромагнитные волны. Все думали, что это бред собачий. А в 50-х годах было доказано официально, что это действительно есть. Это так называемые волны Шумана. В данный момент обсуждается, можно ли их использовать для связи с подводными лодками, но пока что для передачи больших объемов энергии они не приспособлены. Далее, в 2020 году появился стартап в Новой Зеландии, называется Emerald. Он начал тестировать передачу энергии в промышленных масштабах, без проводов, с помощью направленных микроволн. Они используют релейные станции, и это очень похоже на вот эти чертежи Теслы, на его задумку. Он считал, что вот будет земной шар, и там торчат вот эти вот станции, которые друг другу передают электричество по воздуху.
Ну и вкусненькое напоследок. Оказывается, у нас был такой академик Стрибков, который работал над однопроводной передачей энергии. Тесла верил, что Земля — это огромный конденсатор, который можно раскачать. Так вот, идея Стрибкова в том, чтобы использовать Землю как нулевой провод или среду для передачи потенциала. Как это работает? Вместо классической цепи фаза И0 энергия передается по одному тонкому проводу, который толщиной всего лишь с человеческий волос. Или вообще через землю. Ну вы представляете? Вы видели это вообще, что когда Тесла воткнул лампочку, у него целое поле было вот этих горящих лампочек. Сейчас я вам фотку покажу архивную. В чем секрет? Энергия передается не током проводимости, как в розетке, а с помощью резонансных колебаний на частотах от 1 до 50 кГц. Провод здесь выступает не как труба, по которой течет вода, ну вот электрончики бегут, да, а как направляющая для электромагнитной волны. Стрибков и его команда, как я уже сказала, получили более 100 патентов в этой области. Им удалось передавать до 100 киловатт энергии по проводу, который в обычном режиме просто расплавился бы от такой нагрузки. КПД. Они заявляли о потерях менее 1%. Обычный ЛЭП теряют от 7 до 10%. Но это все идет на нагрев проводов. Безопасность. Так как это токи высокой частоты, они вызывают так называемый скин-эффект. Вы же, наверное, видели эти фотографии или в фильмах, в сериалах, там, да, вот сидит Тесла в своей клетке, вокруг него молнии летают, а ему хоть бы хны. Он даже все эти эффекты показывал студентам, там, ну, вообще от него такой восторг всегда был, что он какой-то фокусник и маг. Ну, потому что ток по нему бегает и не убивает его, он какой-то Зевс просто. Скин это переводится как кожа, то есть ток пробегает по тебе, но внутрь тебя не проникает, не вызывает сокращение сердца, да, и смерть. Спрашивается, почему это не внедрили повсеместно? Ну, тут много, конечно, причин. То есть, во-первых, естественно, ну не будут же весь мир перестраивать ради однопроводной связи. Но гораздо большая проблема, мне кажется, что эти линии создают мощные помехи для радиосвязи и для мобильных сетей и электроники. То есть, пришлось бы еще потратиться на экраны. Стрибков также считал, что принципы резонанса могут помочь в космической энергетике. Он предлагал передавать энергию солнечных электростанций на Луне или орбите на Землю узким лучом. Боже, как это круто! Вы представляете, на Луне, например, солнечные электростанции, которые не пылятся, их не нужно постоянно протирать тряпочкой, да, потому что там нету атмосферы. И передавать эту электроэнергию направленным лучом на Землю. Ну это же чистый Тесла! Кстати, его идеи по созданию сверхмощных полей перекликаются с технологиями, которые необходимы для работы того самого рентгеновского литографа, который у нас делают. Потому что там тоже идет работа с экстремальными плотностями энергии. Знаете, где это могут проверить? В электрификации труднодоступных районов Арктики. Вот там вообще ничего никому не мешает. Чтобы вы не думали, что Стрибков это какой-то плоскоземельщик, немножечко о нем. Стрибков возглавил ВИЭС, Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства, в 1987 году и был бессменным директором до 2015 года. Он вообще наш современник. И именно на этот период пришли самые жаркие эксперименты с наследием Теслы. В 90-е годы, когда наука в стране еле выживала, его команда умудрилась не только сохранить базу, но и начать патентовать те самые резонансные системы. В 2000-х годах он активно демонстрировал свои установки на международных выставках, шокируя западных инженеров тем, что теории Теслы работают в железе. Где было международное признание? Выставка Эврика в Брюсселе и салон в Женеве 2000-2005 годы. На этих выставках команда Стрибкова из ВИЭС неоднократно получала золотые медали. Реакция экспертов. Западные инженеры из комиссии не верили своим глазам, когда видели, как по проводу толщиной 80 микрон передается 5-10 киловатт энергии. Они искали скрытые кабели или мошенничество, но после проверки признавали, что установка работает на принципе резонанса, описанном Теслой, но доведенном до промышленного уровня. Все просят пруф, и вот я на эту статью дам ссылку. Это связано с транспортом. То есть Стрибков и его команда проводили испытания. Они запускали технику электротрактор или электромобиль, которая получала питание по одному проводу или вообще без него, просто находясь в резонансном поле. Так вот, на конференции вот этой ИЕЕЕ их расчеты вызвали бурю. Западные физики доказывали по учебникам, что провод должен расплавиться. Вот стоят и доказывают, а трактор Стрибкова в это время просто едет. Почему это квази-сверхпроводимость?
Потому что сверхпроводимость обычно требует жидкого азота. Минус 196 градусов по Цельсию, чтобы было. А Стребков показал, что при резонансе можно добиться нулевых потерь при комнатной температуре. Его разработки всерьез рассматривались для питания лунных баз и орбитальных станций. Он доказал, что Тесла был прав в главном. Электричество может вести себя не как поток частиц в трубе, а как музыкальная струна, которую нужно просто правильно настроить в резонанс. Именно благодаря работам Стребкова в России сильнейшая в мире школа резонансной электротехники. Когда говорят о сильнейшей школе, имеются в виду не фанаты Теслы, а имеются в виду связки академических институтов и оборонных предприятий, которые научились упаковывать сумасшедшие мощности в очень компактные формы. Сверхвысокодобротные резонаторы. Это устройства, которые накапливают энергию с минимальными потерями. Представьте себе качели, которые вы один раз толкнули, и они качаются вот так вот час. Вот так же работают наши электрические контуры. Короче, ребят, я офигела. Это наши системы радиоэлектронной борьбы, вот эти рэбы, которые сейчас используются против дронов и ракет. Я-то думала, они просто глушат сигнал. Так там круче все. Наши установки рэб – это фактически анти-Тесла. Ну, Тесла хотел передавать электроэнергию для созидания, а у нас вот эти вот тонкие лучи используются для того, чтобы выжечь электронику врага. То есть мы не просто их глушим, мы все там выжигаем в этих дронах. И в этом Россия сейчас объективно лидирует. Ой, обалдеть, беспроводной транспорт. В Москве и других городах тестируются системы, где резонансные катушки под асфальтом заряжают батареи транспорта. Точно, я же недавно про новую трассу это читала. У нас же сейчас мало того, что ездят КАМАЗы беспилотные, грузовые, так они еще от полотна заряжаются. И в медицине используются. Высокочастотный резонанс используется в аппаратах для глубокого прогрева тканей и борьбы с опухолями. Ну и, наконец, опять про наши литографы, которых никогда в жизни не будет, конечно. Проект рентгеновского литографа, который сейчас делают в Нижнем Новгороде, это прямое дитя этой школы. Чтобы получить мягкий рентген, нужно разогнать частицы или ударить лазером так точно, что без высокочастотных резонансных систем управления это просто не взлетит, не сработает. И интересный момент, что в США разработки в этой области всегда ведутся, по пути грубой силы. Вообще они все время так, просто больше денег вольем и все получится. То есть они просто идут по пути. Больше энергии, значит больше охлаждения. А у нас вот именно потому, что голь на выдумку хитра, все идет по пути изящных решений, понимаете? То есть мы ищем способ через геометрию полей и хитрый резонанс, ровно так, как это делал сам Тесла.